Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке вяжем из остатков шнурочка вот такие вот милые подставочки под горячие. Итак, вязать будем из шнурочка Карамель Baby 2 мм. Заказать такой шнур можно со скидкой 10% по моему промокоду. Все реквизиты оставлю в описании под данным роликом. И также вязать буду крючком номер 3. Итак, приступаем. Делаем колечко, заводим крючок, вытягиваем петельку и провязываем ее. Кроме этой петельки мы еще набираем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Разворачиваем наше вязание и, начиная со второй перемычки, первую пропускаю, просто соединительными петельками идем к нашему кольцу. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и соединительная еще петелька в кольцо. 10, воздушная петля. Разворачиваем наше вязание и начинаем формировать уже наши лепестки. Смотрите, будем провязывать изначально за переднюю полупетлю. Начинаем, вот это вот пропускаем, начинаем, можно сказать, даже не с первой, а со второй. Провязываем столбик без накида. Далее у нас идет полустолбик с одним накидом, когда 3 петельки провязываются вместе. В следующую петельку 2 полустолбика. 1, 2. Потом идет у нас столбик с одним накидом. В следующую петельку 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Далее столбик с 2 накидами. В следующую петельку 2 столбика с 2 накидами. Один столбик с 2 накидами. И в последнюю петельку 1 столбик с 3 накидами. 3 накида сделали и последнюю петельку провязываем. Вот такой лепесток у нас получается. Далее разворачиваем наше вязание и сразу же в первую петельку мы двигаемся опять же к нашему кольцу соединительными петельками. Вот таким вот образом. Под косичку соединительной петлей и двигаемся в начало вязания. Так, дошли. Опять же в кольцо тоже делаем соединительную петельку, воздушная петля. Смотрите, далее начинаем снова провязывать точно такую же комбинацию, как мы и вязали. Только теперь уже у нас впереди будет вот эта косичка. Мы как бы сзади под косичку заходим, да, и провязываем столбик без накида, полустолбик. Полностью под косичку, полустолбик с накидом 1, под следующую 2 полустолбика в одну петельку, потом столбик с накидом 1, следующую петельку 2 столбика с накидом, 1, 2, столбик с 2 накидами, следующую петельку 2 столбика с 2 накидами,
один столбик с 2 накидами в следующую петлю. И последний мы провязываем столбик с 3 накидами. То есть точно так же, как я вам показывала в начале, да, мы вяжем, только теперь мы уже вяжем со задней косички, и последующие ряды мы тоже будем точно так же вязать. Разворачиваем наше вязание, сразу же в первую петельку мы идем вот такими вот соединительными петельками опять к нашему кольцу, и далее вяжем оставшиеся лепестки, а всего у нас их будет 12. То есть 2 мы связали, и далее в кольцо мы провязываем еще 10. Так, провязываем последнюю петельку, да, делаем соединительную петлю, воздушная петелька, развернули наше вязание, и снова, как я вам и показывала, то есть точно так же, как мы формировали второй лепесток, за вот эти вот петельки, которые у нас как бы получается сзади, чтобы спереди у нас была вот такая косичка. Столбик без накида, полустолбик с накидом, 2 полустолбика под одну косичку, столбик с одним накидом, два столбика с одним накидом под одну косичку, столбик с 2 накидами, два столбика в одну петельку с 2 накидами, 2, столбик с 2 накидами, 1, и последний мы провязываем столбик с 3 накидами. То есть у нас вот получаются такие лепесточки одинаковые. Сейчас соединительными петельками мы пойдем в обратном направлении, и самостоятельно вы еще свяжете 9 таких лепестков. То есть того должно быть 12. А я вам покажу, как закрыть этот цветочек. Итак, когда вы провязали 12 лепестков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, мы должны эти наши лепесточки закрыть в ряд. Это можно делать иголочкой, но я не очень люблю работать с иголочкой, поэтому покажу, как можно сделать это крючком. Разворачиваем наше вязание и делаем 2 соединительные петельки. 1, 2. Я вам покажу такой красивый шов, можно сказать, совсем невидимый. Далее накладываем наш первый лепесток на последний. И далее тоже будем проходиться соединительной строчкой. Смотрите, ныряет крючок вот сюда. Вот здесь вот он должен выйти с обратной стороны. Прикладываем вот этот первый лепесток, он лежит внизу, и вот сюда ныряем, под косичкой вынырнули и протянули соединительную петельку, и так далее в каждую косичку. Соединительную строчку под косичкой прокладываем, и она будет точно такая же, как и наши другие вот эти вот полосочки соединения. Все, таким образом мы идем до конца ряда. То есть мы идем в самое основание, где у нас кольцо. Так, самую-самую последнюю прям петельку подошли, нырнули. Вот таким вот образом. Все, обрезаем нашу ниточку, да, и
и вытягиваем ее на изнаночную сторону. А теперь смотрите, та ниточка, которая была, изначально у нас кольцо, да, мы ее стягиваем, вообще полностью стянули, чтобы здесь у нас не было никакого отверстия. Все, и можно просто две эти ниточки связать, обрезать хвостики и припаять кончики. Все. Связали, обрезали. Все. Я теперь пойду утюгом разглажу все это и покажу, что получилось. Вот что у меня получилось. Вот такая салфеточка под горячее, под кружку. Либо на нее можно ложить, например, какие-нибудь украшения красиво у себя на тумбочке. То есть у кого какая фантазия. Смотрите, есть еще вот такие других цветов. Вот такая красота. То есть это все можно связать из остатков шнура. Причем, смотрите, вот эту темную я вязала крючком номер 3,5. Она получается совсем чуть-чуть больше. Вот эти две крючком номер 3. Вот такая получилась красота. Поэтому, если вам был полезен мой видеоурок, мастер-класс по вязанию из остатков шнурочка вот таких красивых салфеточек, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!